Приветствую тебя, мой друг. Я рад, что ты зашел на канал Food Court. Я не знаю, любишь ли ты сардельки, так как люблю их я. Но сегодня в этом видео я покажу тебе очень замечательный рецепт. Сардельки куриные, варено-копченые. Куриные сардельки по этому рецепту получаются очень ароматные, сочные и очень вкусные. Итак, давай начнем. Так, готовим куриные сардельки. Вот такое мясо у нас есть. Куриных окорочков. Косточка удалена. В готовом виде они куплены в магазине. Сейчас мы удалим вот эти вот лишний жирок, вот это вот. И мы косточки и сделаем предварительный посол. Вот смотри, вот так я подрезал мясо под мясорубку. Его у меня получилось ровно 2 килограмма. И теперь я буду вносить посолочную смесь. В составе посолочной смеси я взял 16 грамм соли на 1 килограмм мяса и 2 грамма сахара. Значит, 16 грамм соли это пополам обычная поваренная соль 8 грамм и 8 грамм соль нитритная с содержанием нитрита натрия 0,6%. Вот такой посолочной смесью я буду солить это мясо. Для приготовления практически всех колбасных изделий я использую предварительный посол мяса. Сардельки, в принципе, можно сейчас посолить, добавить специи, приготовить эмульсию и сварить. Но для того, чтобы почувствовать разницу, нужно просто попробовать. Предварительный посол в течение 72 часов делает вкус мяса абсолютно другим. После внесения посолочной смеси я упаковал мясо курицы в вакуумный пакет. Сейчас я его завакуумирую и отправлю в холодильник на 72 часа на предварительный посол при температуре 2-4 градуса. Итак, прошло 72 часа, мясо наше просолилось, и теперь мы посмотрим, что получилось в результате. Нитрит натрия, который есть в составе нитритной соли, взаимодействует с мясным белком, миоглобином. И за 72 часа мясо получает совсем другой цвет и другой вкус. Ну и нитрит натрия – это безопасность. Все-таки это курица. А теперь я мясо переложил в обычные зип-пакеты, таким тоненьким слоем уплотнил. И теперь я его слегка подморожу. Отправлю в морозилку. 1,5-2 часа ему будет достаточно. Для того, чтобы начать перемалывать мясо на мясорубке, оно должно быть 0 градусов. 0 плюс 2, не выше. Первый раз я буду перемалывать мясо курицы на мясорубке. Решетка диаметром отверстия 5 миллиметров. Мне необходимо подготовить не просто фарш, а мне нужна будет эмульсия. Поэтому фарш я буду перекручивать дважды и потом тщательно вымешивать миксером. После того, как я прокрутил фарш первый раз на мясорубке с решеткой диаметром отверстия 5 миллиметров, я упаковал фарш в зип-пакет вот таким тоненьким слоем, равномерно, аккуратно уплотнил. И теперь я снова отправлю фарш в морозилку для того, чтобы он подморозился до 0 градусов. Таким образом, перекручивать второй раз этот фарш будет намного проще и легче. Так, прошло пару часов. Благодаря тому, что фарш был вот таким образом подготовлен,
тонким слоем. Он хорошо подморозился, и теперь я подготовлю его для того, чтобы пропустить второй раз через мясорубку с решеткой диаметр отверстия 3 мм. Подмороженный куриный фарш я нарезаю вот такими полосками. Фарш очень холодный, хорошо подморозился, и теперь мне будет удобно его перекручивать. Второй раз я перекручиваю подмороженный фарш на мясорубке с решеткой диаметр отверстия 3 мм. Очень удобно и быстро можно прокрутить подмороженный фарш и получить в результате вот такую пастообразную консистенцию. Следующий этап вымешивания фарша, то есть приготовления уже колбасной эмульсии, я буду проводить в планетарном миксере. Это обычный домашний тестомес. На этом этапе пришло время внести специи. Значит, в составе специй у меня перец белый молотый полграмма на килограмм, перец черный молотый полграмма, мускатный орех молотый полграмма, кардамон полграмма и пищевой фосфат 2,5 грамма на 1 килограмм. Это для того, чтобы удержать влагу. Добавляю 2 сырых куриных яйца. В принципе, куриный белок удерживает влагу, но я всегда использую в колбасных эмульсиях пищевой фосфат. И теперь я вношу жирность. То есть куриное мясо, оно, конечно, не жирное. Это у меня подмороженные сливки. Сливки я вношу из расчета 150 мл на 1 килограмм. Жирность сливок у меня 15%. И вот теперь такой вот насадкой я буду вымешивать куриный фарш и превращать его в колбасную эмульсию. Конечно, этот процесс можно провести руками, но знаешь, пусть работает машина. Обычный тестомес прекрасно справляется с этой задачей. Сначала на медленных оборотах, потом увеличиваю обороты. И вот посмотри, какая получилась ситуация. Контроль температуры – исключительно важный момент. Если ты обратил внимание, я работаю с подмороженным мясом, подмороженные сливки. То есть на всем этапе переработки мяса в эмульсию температура не должна превышать 2-4 градуса. Это идеальный вариант. Именно соблюдение температурных режимов позволяет избежать в последующем при тепловой обработке бульонного отека. Вот посмотри, какая получилась колбасная эмульсия. Однородная, плотная, эластичная, мягкая. В обычных домашних условиях, не имея никаких кутеров, вот так вот дважды перекрутив мясо и перекрутив на вот этой машинке тестомесе, можно получить практически идеальный фарш для сарделек. Еще раз смотрим температуру. Полградуса. Так, теперь я поместил колбасную эмульсию в шприц. У меня колбасный шприц вертикальный, 5-литровый. Для набивки я использую натуральную свиную череву диаметром 38-42 мм. Вот такой делаю узелочек и потихоньку начинаю формировать сардельки. Такой увлекательный процесс, занимательный. Набиваю я свиную кишку не очень плотно. Уплотнять эмульсию в оболочке я буду при формировании сарделек. Ну и плюс ко всему, при тепловой обработке объем фарша значительно увеличивается. И чтобы они у меня не лопнули, я оставляю для этого небольшое место. Вот таким образом, перекручивая вдоль своей оси, я формирую сардельки. Там, где оболочка заканчивается, я чуть-чуть уплотняю
и завязываю узелок. А теперь я проведу обсушку. На решеточке ровно разложил, чтобы они не соприкасались. Так, обсушка 40 градусов, открытая дверка и включенная конвекция. Поскольку у меня сардельки будут копчено-вареные, я проведу горячее копчение в кастрюле. Такой простой дедовский способ. На дно кастрюльки я поставил фольгу, посыпал немножко опилки, разогрел, появился дымок, и вот я помещаю туда сардельки. Они у меня обсушивались в духовке примерно минут 30. Для копчения нужна ровная сухая поверхность. В горячем дыму сосиски провели примерно 7-10 минут. Этого достаточно. Вот в принципе и все. Теперь в духовке, разогретой на 80 градусов, я довожу сардельки до полной готовности. Смотри, вставил щуп термометра и до 70 градусов внутри. И вот такой получился у меня прекрасный результат. Ну что, мой друг, если тебе зашел этот рецепт, если понравилось это видео, и ты досмотрел его до конца, и еще не поставил лайк, ну, имей совесть. Я для тебя постарался. Будет здорово, если ты нажмешь кнопочку подписаться и колокольчик. И тогда ты будешь в курсе всех новинок, которые будут появляться на моем канале. Если у тебя остались вопросы по этому рецепту, пиши в комментариях, с радостью отвечу. Когда ты приготовишь сардельки по этому рецепту, ты больше никогда покупать в магазине их не будешь. Приятного аппетита! До встречи на фудкорте!